Привет всем, добро пожаловать на этот канал. Сегодня мы обсудим важный феномен, который сейчас широко обсуждается в мире К-поп. Это не просто слух, а глобальная история с участием двух культовых фигур из BTS, Тэхёна и Чингука. Что же на самом деле скрывается за молчанием HYBE и почему Тэкук продолжает оставаться горячей темой во всем мире? Давайте разберемся. Сеул, Южная Корея. В индустрии К-поп разгорелась напряженная дискуссия вокруг феномена, известного как Тэкук, пары Ким Тэхёна, Ви и Чон Чингука из BTS. Хотя фанаты давно восхищаются их химией, эксперты считают, что их отношения представляют собой более серьезную проблему – истину, которую редко признают развлекательные компании. Наблюдатели отмечают, что моменты между Тэхёном и Чингуком часто становятся мировыми трендами за считанные минуты. Видеоролики становятся вирусными. Хештеги доминируют, а фанатские монтажи заполоняют такие платформы, как TikTok и Twitter Slotchecks. Тем не менее, несмотря на огромное внимание, агентства по управлению хранят молчание, считая Тэкука слишком деликатной темой для обсуждения. Инсайдеры говорят, что молчание индустрии отражает то, как К-поп управляет своим повествованием. Отношения между айдолами, будь то реальные, предполагаемые или созданные фанатами, часто преуменьшаются или стираются, если они не соответствуют бизнес-стратегии. «Все неожиданное считается абузой», сказал бывший сотрудник крупного агентства. HYBE Corporation, лейбл, стоящий за BTS, никогда не подтверждал и не опровергал слухи вокруг Тэкука. Этот отказ от комментариев лишь подогревает любопытство. Аналитики отмечают, что неопределенность часто выгодна компаниям, позволяя им поддерживать взаимодействие без официального вмешательства. Международные СМИ все чаще обсуждают Тэкука как нечто большее, чем просто спекуляции вокруг фандома. CNN недавно назвал его силой, неподконтрольной корпорациям, а The Guardian назвала его примером подлинности и силы фандома. Японская ежедневная газета Asahi Shimbun назвала его невысказанным повествованием о кей-попе. Поклонники по-прежнему разделились. Некоторые утверждают, что появление Тэкука укрепляет их связь с BTS, давая редкий проблеск подлинности. Другие обеспокоены тем, что чрезмерный акцент на этих двоих отвлекает от их творчества. Несмотря на расхождения во взглядах, большинство сходится во мнении, что индустрия никогда не была прозрачна в отношении того, как управляются эти повествования. Финансовые аналитики подчеркивают это противоречие. Каждый раз, когда Тэкук становится трендом, популярность HYBE и продажи, связанные с BTS, растут. Количество стриминговых сервисов обоих участников стремительно растет, а продажи мерча, похоже, растут. Тем не менее, агентство хранит молчание, отказываясь признавать эти коммерческие успехи. Критики утверждают, что такой подход отражает более глубокую проблему контроля в системе кей-попа. Десятилетиями агентства пытались регулировать каждый аспект публичной жизни айдолов. Тэкук бросает вызов этому, потому что он процветает вне официальных каналов, полностью движимой интерпретацией фанатов и мировым дискурсом. Психологи предупреждают о стрессе, который создает эта динамика. Для фанатов постоянные домыслы могут стирать грань между реальностью и воображением. Для айдолов жизнь под пристальным вниманием может быть стрессовой, даже если сюжет позитивный. Эти опасения поднимают более общие вопросы об устойчивости модели К-поп. Тем временем ARMY, глобальный фандом BTS, продолжает усиливать нарратив Тэкука. Цифровые кампании, билборды в крупных городах и архивы сообщества гарантируют, что его второй момент будет заметен. Эти усилия фанатов означают, что нарратив будет жить, независимо от вмешательства корпораций. Более широкая индустрия развлечений обращает на это внимание. Конкурирующие агентства изучают Тэкука как пример того, как нарративы, созданные фанатами, могут превзойти официальные маркетинговые стратегии. Некоторые даже корректируют свои подходы, предоставляя айдолам больше свободы, чтобы избежать подобных противоречий. Ученые также считают Тэкука важным персонажем.
Университеты США, Великобритании и Южной Кореи планируют семинары, чтобы изучить этот феномен как пример цифрового мифотворчества и культуры участия, где фанаты создают смыслы совместно с артистами. В то же время критики подчеркивают риск коммерциализации. Если HYBE будет воспринято как намеренное использование TikTok в маркетинговых целях, это может подорвать доверие, которое было ключом к успеху BTS. Фанаты принимают неоднозначность, но отвергают манипуляции, говорит культуролог Хан Джи. В конечном счете, TikTok стал больше, чем просто историей фандома. Теперь он стал линзой, через которую обсуждаются вопросы аутентичности, корпоративного контроля и влияния фандома во всем мире. Этот феномен, одновременно восхваляемый и подвергаемый критике, продолжает формировать дискуссии о будущем K-pop. Сеульские аналитики полагают, что TikTok представляет собой как риск, так и возможность для HYBE. Компания выигрывает от мирового внимания, но может столкнуться с потенциальной негативной реакцией, если фанаты сочтут, что эта история используется ради прибыли. Этот тонкий баланс, вероятно, определит, как HYBE будет управлять промоушенами, связанными с BTS, в будущем. В США эксперты музыкальной индустрии приводят TikTok в качестве доказательства того, что истории, созданные фанатами, могут стимулировать стриминг и продажи без официальных кампаний. «Это маркетинг без бюджета», сказала Аманда Луу, культуролог из Нью-Йорка. Фанаты делают работу, индустрия получает прибыль. Европейские критики были более осторожны. СМИ во Франции и Германии утверждают, что чрезмерная опора на двусмысленность, окружающую TikTok, может нанести ущерб репутации BTS как аутентичной группы. Они предупреждают, что западная аудитория, хотя и увлечена этим феноменом, чувствительна к признакам корпоративной манипуляции. В Японии, одном из крупнейших рынков BTS, TikTok широко освещается в таблоидах и развлекательных программах. Аналитики предполагают, что такой нарратив может помочь сохранить популярность BTS во время их службы в армии, но только если он не затмевает творческий вклад участников. В Южной Корее законодатели и представители культуры начинают обращать на это внимание. Поскольку BTS считаются национальным достоянием, споры вокруг аутентичности и доверия фанатов сказываются на имидже страны в мире. Некоторые политики дали понять, что в конечном итоге агентствам может потребоваться большая прозрачность. Для конкурирующих K-pop агентств феномен TikTok – это предупреждение. Компании незаметно корректируют свои стратегии, предоставляя айдолам больше творческой свободы, чтобы избежать подобных споров. Этот сдвиг может сигнализировать о более широкой тенденции в индустрии к менее жесткому управлению. Тем временем ученые, изучающие культуру фандома, рассматривают TikTok как важную веху в развитии медиа, основанных на участии. Создавая свои собственные истории, фанаты бросают вызов традиционным властным структурам, задаваясь вопросом, кто контролирует смысл в мировой поп-культуре. Это ставит под сомнение традиционный подход к K-pop, основанный на принципе «сверху вниз». Финансовые эксперты продолжают отслеживать влияние. Отчеты показывают, что всякий раз, когда TikTok доминирует в социальных сетях, акции HYBE испытывают краткосрочную волатильность. Хотя эта неопределенность часто положительна, инвесторов беспокоит зависимость компании от неконтролируемой истории. Психологи подчеркивают, что бремя TikTok выходит за рамки экономической сферы. Для Тэхёна и Чингука постоянные спекуляции могут создавать давление, вынуждая их действовать так, как они могут не отражать их истинное «я». Баланс между ожиданиями фанатов и личным благополучием остается первостепенной задачей. Наконец, споры вокруг TikTok вышли за рамки исключительно фандомного вопроса. Теперь это превратилось в глобальную дискуссию об аутентичности, корпоративной власти и будущем отношений между артистами и фанатами. Результат повлияет не только на BTS и HYBE, но и может сформировать восприятие K-pop во всем мире на долгие годы вперед. По сути, спор о TikTok – это не просто история двух личностей, а меняющаяся динамика в мировой индустрии развлечений. Этот феномен иллюстрирует, как нарративы, когда-то жестко контролируемые корпорациями, теперь формируются, расширяются и усиливаются фанатами по всему миру. Для HYBE это явление – одновременная сила и бремя.
Компании выигрывают от видимости, но рискуют подорвать доверие, которое делает BTS уникальными в мировом музыкальном ландшафте. Прозрачность, а не молчание, может в конечном итоге определить, останется ли Тикук культурным достоянием или станет репутационным обузой. Для BTS ставки личные. Тэхён и Чингук больше, чем просто иконы. Они – люди, оказавшиеся в беспрецедентном центре внимания. Их искусство доказало свою ценность, но окружающий их нарратив подчеркивает противоречие между аутентичностью и ожиданиями в современной культуре знаменитостей. Несмотря на все плюсы и минусы, одно несомненно, феномен Тикук – это не только история двух личностей, но и то, как фандом может формировать глобальный нарратив. Что вы думаете? Тикук – это правда, миф или просто стратегия индустрии? Поделитесь своим мнением в комментариях. Не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться, чтобы быть в курсе новых интересных дискуссий. Увидимся в следующем видео.